Приветствую вас на нашем канале. Сегодня основная тема данного выпуска – это кофе с молоком. То есть разные напитки типа капучино, латте, молоко с сгущенкой, просто кофе с молоком, в том числе и с сухим. Только не будем путать кофе с растительными напитками, имитирующими молоко. С данными напитками сложный вопрос, но об этом поговорим несколько позже. Я отдаю себе отчет, что затрону вкусовые предпочтения многих людей, которые пьют только кофе с молоком или кофейно-молочные напитки. Но несмотря на это, я решил поделиться с вами информацией. А воспринимать данную точку зрения в данном ролике или нет, это ваше право. Итак, начнем. Кофе является одним из популярных напитков в мире. Ежегодно в мире выпивают миллиарды чашек кофе. Одни пьют кофе для того, чтобы проснуться или получить заряд бодрости, другие и для вкуса, и для бодрости. Как все знают, что существует черный кофе и кофейные напитки с молоком, приготовленные различными методами. Но самые популярные являются капучино и латте, и другие молочные и кофейные напитки, которые отличаются лишь пропорцией. В основном кофейно-молочные напитки пьют из-за вкуса. Да, это действительно вкусно, но настолько это вкусно, в той же степени это и вредно. Этот баланс вкуса и вреда от данных напитков находится в некотором балансе. Но давайте попробуем разобраться, что вредно в двух продуктах – кофе и молоке. Отдельно молоко очень полезно, и это прописная истина, которую я не стану повторять. Кофе – противоречивый продукт, но при разумном потреблении от него пользы больше, чем вреда. И нагрузка на нервную и сердечно-сосудистую систему от данного напитка сильно преувеличена. Давайте разберем, что содержится в кофе и молоке. Начнем с молока. В молоке содержится влага, жиры, белки. Белки казеиновые. Это не просто белки, а белки, состоящие из казеина. Лактоза и минералы. Сывороточные белки представлены в молоке в виде коллоидного раствора, а казеины сравнительно большого размера, коллоидной суспензией. Вот мы и подошли к самому интересному. На молекулы или коллоидные частицы воздействуют силы, заставляющие их перемешиваться из области высокой концентрации в зоны с низкой концентрацией напитка. Другими словами, происходит диффузия. Диффузия происходит до тех пор, пока весь напиток не станет однородным, с одинаковой концентрацией по всему объему. Сахар в чашке кофе растворяется достаточно хорошо. Другими словами, молекулы веществ, находящиеся в сахаре, диффузируют, пока вкус всего напитка не станет однородно сладким. Скорость перемещения или диффузии зависит от температуры и размера частиц. Вот мы и подошли к тому, что можно сравнить сахар и молоко. Если у сахара происходит перемешивание без осадка, тогда с молоком все наоборот. И поэтому большая опасность в кофе с молоком представляют не белки и не лактоза, и не минералы, а казеиновая коллоидная суспензия, которая смешивается с танинами. И хотя кофе тонизирует и ускоряет обмен веществ, но вместе с этим казеиновая коллоидная суспензия и танины. Танины – это дубильные вещества, которые содержатся в кофе. Они обладают вяжущим свойством и не дают усвоиться содержащему в молоке казеиновому белку. Поэтому польза и вред такого напитка находятся в постоянном конфликте разных мнений. Многие кофеманы отдают предпочтение кофе с молоком. Кому-то так больше нравится по вкусу, а кто-то не пьет черный кофе, опасаясь проблем с сердцем или высоким давлением. Но кофе с молоком не так безобиден, как принято считать. Многие отказываются пить черный кофе из-за проблем со здоровьем, полагая, что молоко нейтрализует все негативные влияния этого напитка на организм. Молоко, конечно, изменяет вкус кофе и немного снижает количество кофеина в напитке, но вместе с тем по-своему действует на здоровье. Вяжущие вещества в кофе и казеин белка в молоке образуют субстанцию, которая не только очень плохо усваивается, но и долго находится в желудке. Удивительно, что даже желудочный сок долго не может расщепить такую субстанцию. Когда человек выпивает большую порцию кофе с молоком, эта субстанция оседает в желудке. Это очень неприятно и опасно для здоровья. Со временем может привести к сбоям со здоровьем и даже к болезням. Конечно, не нужно пугаться, что несколько чашек капучино принесет проблемы организму. Конечно, нет. Но если данные напитки пить на постоянной основе, постепенно могут появиться сбои в работе организма. Если по каким-то причинам вам не нравится эспрессо, можно попробовать пить американо. У него вкус более мягкий, и вы сможете не отказывать себе в удовольствии выпить чашку кофе и не нанести себе вред от употребления молочно-кофейных напитков. Можно, конечно, добавлять растительные молочные напитки в кофе, например, соевые или кокосовые. Не рекомендую использовать напитки на основе овсяной крупы.
это спорный продукт, но наш с вами разговор сегодня не об этом. Многие считают употребление черного кофе вредным, но вред от черного кофе несколько преувеличен, а точнее при правильном употреблении черного кофе будет только польза. Нужно просто выполнять несколько простых правил, которые позволят вам пить любимый напиток без вреда для здоровья. Первое. Не стоит превышать количество выпиваемого кофе выше 3-4 чашек в день. Второе. Крепкость кофе не должна превышать разумных пределов. Многие в погоне за ярким ароматом превышают крепкость напитка до недопустимых пределов. Стандарт приготовления одиночного эспрессо 7 грамм на одну чашку, 14 грамм на двойной эспрессо. Но это для того, чтобы быстро проснуться. Имейте в виду, что выпив 2 чашки двойного эспрессо, каждая из которых приготовлена из 14 грамм молотого кофе, вы достигаете максимального порога получаемого кофеина в сутки. Третье. Если вы страдаете гипертонией, тогда ваша норма в день не более 2 чашек одинарного эспрессо. Начинайте с 1 чашки в день и пейте кофе с утра и не каждый день, но не на голодный желудок, а желательно после завтрака или ближе к 12 часам после легкого перекуса. В дальнейшем за счет тренировки сердечно-сосудистой системы веществами, находящимися в кофе, ваш организм привыкнет и самочувствие ваше улучшится. Я хотел сказать несколько слов о том, что сейчас происходит повсеместно при приготовлении кофе, как дома, так и в кофейнях. И почему люди после некоторого времени постоянного употребления кофе ухудшают свое здоровье и по рекомендации врачей отказываются от этого напитка. Пошла повсеместная мода на приготовление кофе большими корзинами, которые вмещают до 21-22 грамм молотого кофе. И даже кофемашины стали готовить напиток из 18 грамм молотого кофе. И это почему-то преподносится как преимущество. Продавцы, как вы понимаете, мало заботятся о вашем здоровье. Им важно, чтобы вы ощутили более яркие ароматы и потребляли больше их продукт. А затем, когда здоровье людей начинает ухудшаться, они плавно с кофе перекочуют в аптеку к докторам. Вот и вся циничная философия. Вот представьте, что происходит, когда вы с друзьями пошли отдохнуть в кафе. И вам приготовили эспрессо из 18-19 грамм кофе. То есть вы с 1 чашкой получаете максимально допустимое количество кофеина за сутки. А если вы за время отдыха с друзьями выпьете 3 чашки такого кофе, вот вы и получили в 3 раза превышение кофеина за одни сутки. Конечно, за один раз вы не нанесете серьезного вреда себе, но если так будет происходить постоянно, вы запустите разрушающий механизм для вашего организма. Я много слышу от людей, что они отказываются от кофе, так как им запретил доктор. При разговорах с данными людьми выясняется, что люди в большинстве своем нарушили или технологию приготовления напитка, или крепкость, а также неразумно употребляли большое количество кофе. Кофейный напиток при всей своей пользе не является ни водой, ни соком. Этот напиток с определенными полезными свойствами. Запомните, любой яд в маленьких количествах – это лекарство, и любое лекарство в больших количествах – это яд. Потребляйте любые продукты, в том числе и кофейные, но разумно и без излишеств, и организм скажет вам спасибо. На сегодня заканчиваю свой разговор. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, и если вам понравился материал, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до новых встреч!